От кого произошли карелы? Древний народ, живущий на границе Финляндии и России, имеет причудливую историю. Карелы – недавние жители самого севера Евразии. Еще в раннем Средневековье их предки жили гораздо южнее, в районах нынешней Ладоги и даже Ярославля. Под давлением славян предки карел, которые входили в финский союз племен Весь, ушли на север, где их быту не мешали бы воинственные южане. С юга карелы принесли с собой животноводство, кузнечное дело и умение строить избы. Все это было невиданным чудом для местных коренных жителей Саамов. Карелы не были мирными тружениками, а весьма умелыми мастерами засад, поэтому с местным населением отношения сразу же стали напряженными, но победить карелов тем было не под силу. Со временем раздоры стихли, а часть карелов смешалась с местными лопарями. Даже в эпоху викингов карелы не давали спуску набегам северян. Так в Карелии был убит конунг Ивар Широкие Объятия. Карельское войско несколько раз захватывало городища шведов в Финляндии, грабили их и убивали христианских священников. А в 1187 году карелы даже захватили и сожгли древнюю столицу Швеции Сигтун. Карелы часто выступали как союзники или вассалы Новгорода и регулярно поставляли войска в княжескую дружину. Собственно, и названный поход на Швецию был, вероятно, организован новгородцами. Тем самым связи карел с Русью были гораздо теснее, чем с Западом. Часть карел приняла православие усилиями русских проповедников, а ожившие близ шведских владений стали лютеранами. Когда после серии русско-шведских войн большая часть земель нынешней Карелии отошла Швеции, православное население вынудили бежать оттуда. Им были отданы земли Тихвинского монастыря. Они поселились в Тверской губернии, другая часть осталась на своих местах, а примерно треть стала шведскими подданными. Несмотря на то, что после Северной войны тверские карелы могли вернуться назад, это сделали немногие, поэтому этнос расколот на три части. Кроме того, множество карел расселились по всех городах севера России, со временем ассимилировались среди русских. Любопытный факт: если и карельские крестьяне бежали в Россию, то некоторые русские дворянские роды, оказавшиеся на оккупированных, а позже присоединенных к Швеции территориях, выбрали служение шведскому монарху. Так появились байоры, шведские бояре. К началу XVIII века они полностью ошведились и в Северную войну воевали с Россией. Так байором был комендант Нейншанса Юхан Аполов, он же Иван Ополев, передавший в 1703 году ключи от крепости графу Шереметову. Вообще, кроме Карелии, значительная часть представителей этноса проживает в Тверской области, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской и Мурманской областях. Для сравнения, на всю Москву приходится всего 239 карелов. Однако сейчас отмечается, что карел в самой Карелии осталось довольно мало. Карелы антропологически являются европеоидами беломоро-балтийского типа. Среднего роста, со светлыми глазами и волосами пепельных оттенков, широким лицом и средним носом. Рост бороды и усов выражен средним, волосяной покров тела у мужчин ослаблен. У северных карел часто встречается эпикантус, складка века, характерная для монголоидных народов. Их крайне сложно отличить от русских. Те же вариации балтидного типа, очень светлые волосы и глаза. Однако надо признать, что средний русский значительно темнее карела. У последних преобладают светлые оттенки волос, в то время как у русских русые или каштановые. А глаза у карел гораздо более светлые, почти прозрачные. Оба народа являются смешением нескольких северных популяций. Однако карелы куда ближе с угрофинским народом в антропологии и имеют редкую южную примесь, в основном в Тверской области. Как отмечают этнографы XIX века, по характеру своему карелы резко отличаются от русских. Они скрытны, мстительны и в семейных своих отношениях крайне деспотичны. Это препятствует слиянию с русскими, так что нередко встретить селения со смешанным населением, в которых обе народности живут бок о бок, не вступая между собой в родство. Путешественник Круковский в описании своего путешествия по Ланецкому краю замечал: неопытному глазу отличить карела от русского довольно трудно. Те же светлые волосы, светло-голубые или серые глаза, почти тот же древний великорусский тип, и лишь при внимательном изучении карела находим в нем сильно выраженные отличительные черты финского племени. Цвет лица у него всегда густо-розовый, почти малиновый. Овал лица обнаруживает скрытую скуластость. Усы часто светлее бороды, в особенности концы их и начало бороды. Угловатое длинное туловище поставлено на коротких ногах. Руки несколько длинноваты. Карел хорошо среднего роста. Вся фигура плотная, коренастая, а лицо всегда производит симпатичное впечатление.
Некрасивых карел или отталкивающих лиц я почти не встречал, а дети в общем даже красивы. Характер карела тихий, ровный, мягкий. Карел любит тишину, спокойствие, молчание, и поэтому в карельских деревнях царствует полнейшая тишина. В то же время он замкнут, малообщителен и часто недоверчив. Карелы ведут патриархальную жизнь, и нравы их не испорчены внешней культурой, от которой так пострадало соседнее русское население. Говорят карелы на стопроцентном языке финно-угорской группы. Даже само название народа прекрасно выводится из финского языка. Слово «кария» означает «скот», а суффиксом «ла» – люди, имеющие скот, скотоводы, карьяла или карелы. Они прямые потомки самого древнего населения Восточной Европы, которые в условиях сурового климата палеолита научились выживать в землях, где почти не было солнца, а питание было в основном мясомолочным. Это население сначала превратилось из высоких и стройных кроманьонцев в кряжестых финнов, а затем в их популяцию примешались какие-то древние волны миграции из Сибири, что дало легкую монголоидность и очень сильно повлияло на их язык, так как финно-угорский имеет общее как с индоевропейскими языками, так и с алтайской группой. Известные люди карелы, кто точно знал свою родословную. Артьё Степанов, писатель, живший и трудившийся в 20 веке, многое сделал для развития карельского языка и сохранения культуры народа. Михаил Перхин, один из лучших ювелиров дома Фаберже. Андрей Горшков, единственный в мире рэпер, который создает произведения на карельском языке. И, как ни странно, Гаврила Державин. Это известный поэт екатеринских времен, он, конечно, не был карелом по происхождению, но сыграл очень важную роль в развитии территорий. Он возглавлял Олонецкое наместничество. Сегодня это народ скорее реликтовый, мало помнящий о своих корнях. В Финляндии также тему карельской автономии от финнов пресекают, и процесс смешения там идет еще быстрее. Помогает то, что алфавит карел на латинице. Пишите, встречали ли вы карел в жизни в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дорогие друзья, критики и те, кто видит мои видео впервые, хочу анонсировать вам перезапуск Boosty и Patreon на моем канале. Не секрет, что YouTube довольно жесткая система со строгой модерацией, как с точки зрения правил поведения, так и тематики видео. Многие темы являются табуированными, закрытыми, не подлежащими обсуждению, что сильно сковывает тематику. И поэтому на Boosty для россиян и на Патреоне для иностранных зрителей будут свободные видео на те темы, раскрытие которых на YouTube будет невозможным и грозит всевозможными карами. Например, есть ли отличия в интеллекте у разных расовых типов, красивы ли дети от браков разных народов или это миф, почему женщины предпочитают иностранных мужчин и как с этим связана биология, и вообще как ведется половой отбор и наследуются признаки, какова роль разных народов в революциях и войнах прошлых веков, почему Гитлер истреблял евреев, была ли советская власть благом для русского народа или истребила его, существует ли черный расизм, и многое-многое другое. Подписывайтесь на Boosty и Patreon и получайте доступ к эксклюзивному контенту и обсуждениям.